Представители знака зодиака Дева. Девы мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Ваше ближайшее будущее. События ближайших дней. Таро на неделю с 12 по 18 августа. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. Будем реалистами. Любой расклад не передаст все тонкости, нюансы вашей жизни на этой неделе. Но я надеюсь, вы, глядя на метафору карт, сумеете просчитать какую-то свою стратегию, тактику. Все же жизнь не бывает полностью предсказуема. И если мы допускаем, что, мы запланировали одно, а как-то обстоятельства на нас влияют, или люди, от этого мы никуда не уйдем, и тогда мы сумеем на пару шагов вперед предвидеть или, по крайней мере, быть готовым к этим неожиданностям. Надеюсь, без них, но тем не менее. Первая карта так и будет у нас звучать. Ваше ближайшее будущее или та сфера жизни, которой вам придется уделять внимание. Что важно знать, иными словами. Как видят для вашего знака зодиака эту неделю с 12 по 18 карты. Чего не избежать или неожиданности, возможные на этой неделе. Чему сейчас не время или что может помешать? Что же вам будет помогать? Что скрыто? И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Энергия денег на этой неделе. Личная жизнь. И достанем карту совет. Что же будет важно? Или то, чего мы не сможем отменить, 13-й аркан, это карта трансформации. Это может быть как смена вашего ракурса. Вообще, сама по себе трансформация ваших взглядов, организация жизни по-новому. Я часто рассказывала, когда выпадает 13-й аркан, это наше то состояние, представьте, что вот когда мы садим зернышко в землю, маленький росток, который находится внутри вот этого жесткого панциря. Он должен освободиться прежде от этих оков и потом пройти некоторый путь через темную землю, чтобы достичь солнца. Вот что-то подобное с нами происходит. И поэтому, если мы про панцирь, вот как раз разрушение, момент, когда падают какие-то преграды, когда появляются новые возможности. Но это то, к чему мы не готовы. Это то, что для нас сложновато. Вот эта твердая оболочка, которая служила нам опорой, оплотом, может разрушаться или что-то видоизменяется на этой неделе. Поэтому нужно быть очень внимательным. И последующий путь, прежде чем пробьемся к солнцу, нам придется словно пройти в темноте. Мы исследуем непознанную землю без карты. Поэтому исключить всяческую возможность риска, быть очень таким аналитиком, наверное, хорошим, потому что искусство мелких шагов нам сразу задает карта и говорит: ты сделал один шаг, осмотрись, остановись на какой-то момент. Потому что все может идти несколько не в том шаблоне, к которому ты привык, а твои прежние способы работы, допустим, или прежние какие-то методы воздействия на людей или взаимодействия. Здесь это тоже может не сработать. Тут какие-то совершенно новые возможности, которые требуют от вас в первую очередь, чтобы вы их увидели. И поэтому не торопитесь, это точно. Давайте узнаем, что же за неожиданности. Я не могу сказать, что это неожиданности. Но правда, вот этот вот дуплет, я должна сказать, для тех, мои дорогие девы, у кого, допустим, как гонорар или какая-то сумма денег задерживалась. У меня часто по карте смерть – это когда приходят эти деньги, крупная сумма. И, кстати, нам про деньги принц Пентаклей. Я могу предположить, кому-то могут одобрить кредит ипотечный на большую сумму. Я могу предположить, что если даже у вас патовая ситуация по финансам, а вам нужно совершить какой-то платеж, вы найдете деньги, чтобы, вот как одолжить на время, оплатить что-то, а потом с этими финансами разобраться. Вот какая-то история чисто финансовая здесь будет для вас решена в плюс. Да, это потребует от вас, да, действий. Но часто принц Пентаклей говорит о людях,
которые нам как раз оказывают эту денежную помощь. И как минимум есть один человек, который готов вас выручить. Поэтому я бы, подведя итог, сказала, что на этой неделе, правда, какая-то концепция финансовая для вас может определиться, или в чем-то вы сможете поставить точку. Здесь как новые способы заработка для вас могут открыться. Или какое-то новое совершенно, как вид деятельности у кого-то так проиграется. Может быть, это где-то будет связано с новыми технологиями, мои дорогие. То, что вы изучали до этого времени или продолжаете изучать. Ведь принц Пентаклей – это тоже своеобразное начало. И путь, как марафонский забег лет на 10-20, это в неожиданностях. Вот здесь что-то очень значимое может произойти в вашей жизни. Либо вы закрываете финансовый вопрос, либо вы получаете деньги, или вы строите новую концепцию. Или вот эти все три составляющих, они где-то взаимосвязаны. Денежная тема, скорее всего, на этой неделе будет как основа всего, или то, что важно знать, или событиях ближайшего будущего. Так или иначе, вы будете отталкиваться от решений финансовых вопросов. Может быть, это и вопросы из работы, у кого-то это с жильем, благоустройством жилья, или какие-то ваши дальнейшие планы. Но если мы реалистами будем, а вы реалисты как раз, мои дорогие девы, многие события нашей жизни так или иначе основываются на какой-то либо на материализме, либо на финансовой платформе. Вот что-то подобное у каждого в своей сфере жизни может проигрываться. Кстати, у кого-то могут быть вопросы, связанные с наследством. Вот это я тоже не могу исключить. Но так или иначе, все равно вот какая-то новая концепция. Будьте внимательны. Искусство мелких шагов. Чему сейчас не время? Не время кому-то отказывать помощь. Вот вам помощь окажут. Но по императрице она ведь всегда всем помогает. Поэтому если не время, вот не время, когда вы кому-то помогаете, когда вы где-то, от вас уходят буквально деньги или от вас уходят какие-то ваши ресурсы. И если есть какой-то план, пусть это касается вашего творчества или вашей работы, ваших перспектив на будущее, не время об этом заявлять. Не время о себе много рассказывать, не время рисковать своим статусом, не время рисковать всем тем, что вы имеете где-то и отношениям. Не время вообще как-то свою жизнь самому, если это инициируете вы сами, так вот не время ее реструктурировать или как-то кардинально менять. Тут само пространство что-то у вас меняет, и вам нужно пройти, может быть, по узкому фарватеру тех событий, которые происходят. Поэтому идем по ситуации, мои дорогие девы, вот буквально так. Что же будет помогать? Деньги есть, деньги будут. Могут помогать близкие, могут помогать родные. Вообще, в принципе, удачное время для решения финансовых вопросов, любой сложности. И у кого действительно есть сложность, я уже сказала, выход вы находите. Или человека конкретного. Есть как минимум один, а больше и не нужно. По этой карте, вообще это карта благополучия. Поэтому в целом у вас сейчас сильная позиция, мои дорогие девы, и это вам дважды помогает. Но себя сохранять. Знаете, когда выпадают старшие арканы, императрица – прекрасный аркан, но мы ведь где-то уверены в себе. Так вот, чтобы вот эта самоуверенность, замечательное качество, не перешло в самонадеянность. И как раз об этом нам говорит весь верхний ряд карт. Потому что происходит эта трансформация. И карта 13-го аркана для вас может говорить, на этой неделе может что-то начать меняться, но и на последующие какие-то недели тоже будут происходить изменения. Старший аркан никогда не проигрывается в одну неделю. Это какая-то дистанция большего размера. Что скрыто? Четверка мечей, когда мы складываем оружие. В общем-то, все то, что я говорила, обрисовывая 13-й аркан, уже не повторяюсь, как раз четверка мечей и подтверждает. Может быть, где-то придется приостановить себя самого или саму, куда-то не торопиться. По этой карте вы должны уделить внимание вообще еще и отдыху. Уставшие люди делают ошибки. Не делать что-то на шаблоне, на автоматизме, мои дорогие девы. Не брать на себя много обязательств.
быть очень внимательному, подписывая какие-то документы. Привести мысли в порядок определенно стоит. Я не могу сказать, тут никто ничего не скрывает. Тут именно вы сами где-то за счет, может быть, как вот вы видите ситуацию. Вы можете или кому-то хотеть, желать помочь. Или вы можете уже себе прежде могли наметить какой-то как план действий. Так вот, здесь, скорее всего, что-то придется пересмотреть. Быть готовому к коррекции собственных планов, исходя из тех возможностей или новостей, которые у вас происходят на этой неделе. Не торопитесь, и тогда вы подметите и все нюансы, и сохраните где-то деньги, сохраните свой статус, свое благополучие. Добрые дела наспех не делаются. И вот где-то карта нам тоже об этом говорит. Дела, работа, бизнес в целом. Но действительно трансформация. Вот она трансформация, вот он нулевой аркан. И здесь что-то просчитать, может быть, даже с позиции иррационального, когда придется действовать как-то иначе. У кого-то банально это может проиграться, при вам предложат новую должность. И вот эта трансформация от вас в последующем потребует перестройки всей своей жизни. Или вы оформляете какие-то документы, и от вас это тоже требует новой какой-то организации. И здесь опять же не про риск. Шут – это да, знаете, с одной стороны благополучие где-то нас окрыляет, с другой стороны какой-то инсайт, хорошее настроение, по шуту всегда хорошее настроение. Мы чувствуем себя, с какими-то новыми возможностями. А карта нам говорит, да нет, тут в любой момент что-то пойти может не так. Поэтому от тебя будет зависеть, как ты будешь сохранять свой статус, все то, что ты уже достиг или достигла, и как ты сумеешь воспользоваться теми либо подсказками, которые приходят извне, либо новыми возможностями. Возможности могут быть словно за кулисами, в тени. И ваша задача это увидеть. Опять же про риск. Где-то чувство опасности вам не повредит. Или когда вы, по карте императрица, все же в позиции, чему сейчас не время. Поэтому не время брать за кого-то ответственность, это точно. Чтобы какая-то история, если даже она вдруг резко меняется, не перешла в такую концепцию, когда вы уже за что-то отвечаете, мои дорогие. Ведь тут вот этот комплекс карт, он может проиграться в самых разных житейских ситуациях. У кого-то работы или заработки, у кого-то отчасти согласования по документам и какая-то личная история. Все же помогает десятка пентаклей. Нам показана семья, поэтому я могу допустить у кого-то не просто это будет связано с событиями извне, внешней ситуацией, с новыми возможностями. А у кого-то из вас, мои дорогие девы, как в одной упряжке и дела семейные, и работа, и деньги, может быть, еще и жилищные вопросы, а то и с детьми. Вот так выпали карты. Давайте посмотрим, что по финансам. Королева кубков, вот правда, раньше изображали королева-русалка, которая заманивала рыбаков и моряков на пучины морские, обещая им несметные сокровища и неземную любовь. Но это только обещание и больше ничего. Ей верили, шли и на глубине оставались. Это великий манипулятор. По крайней мере, это первые карты. Где-то историю эту нужно помнить. И, может быть, от вас на этой неделе потребуются такие действия для того, чтобы себя не обесточить по финансам. Или решить, опять же, какой-то финансовый вопрос. Вам придется с кем-то договариваться, я могу предположить. Или какие-то важные разговоры по части денег проводить. И поэтому какое-то манипулирование вам буквально может помочь. Или вы манипулируете, но красиво, не так явно, элегантно как-то, доброжелательно, безусловно, потому что королева кубков – это еще и карта любящего человека. Может быть, у кого-то банально проигрывается, вы видите развитие конкретной ситуации каким-то определенным образом, а человек это не видит. И этот человек кто-то из ваших близких, ведь я могу так предположить. И настаивая на своем или приводя 1000 доводов, вас не услышат. А если вы так вот мягко, как-то ненавязчиво, элегантно
И тогда какой-то вопрос будет решен по финансам. Я могу такое предположить. У кого-то банально приход денег, которые, как ваш супруг получает, или ваш партнер, или помощь близких. Вот как раз по этой карте тоже может означать. Личная жизнь. Важное решение. Туз жезлов. Вообще жезлы — это где-то дела, работа, бизнес, деньги. Поэтому тут может быть взаимосвязано, я уже об этом сказала. Но это может быть еще какая-то новость. Может быть и новость, когда какие-то вопросы связаны с оформлением наследства. Вот, да, такое тоже может быть. И тогда не решится, я могу так предположить, какой-то вопрос очень быстро. Может быть, нужно что-то будет подождать. Или как регламент по оформлению документов. Сама по себе новость может приходить извне, как события, в которых вы находитесь, да, обстановки вокруг вас. И меня смотрят люди из разных стран. Поэтому собой не рисковать дважды, правильно оценить ваши возможности и обстоятельства. Принять важные решения вы можете на этой неделе. Туз жезлов, вы именно правильно что-то сделаете. Или, может быть, будете согласовывать что-либо со своими близкими. По тузу жезлов это может быть еще и просто получение денег или получение какого-то документа важного, который для вас будет означать завершение той или иной ситуации, обстоятельств и совершенно новый путь. Переложите на себя, мои дорогие девы, я уже обрисовала несколько позиций, и я могу предположить, все зависит от вашего статуса, от ваших планов на будущее, от ваших приложенных действий и в целом активности, образа жизни, безусловно, даже вот об этом нам говорят карты. Ведь у кого-то может проиграться, что, как четверка мечей советует, ты, если чувствуешь недомогание, удели внимание собственному здоровью. Вот это тоже важный момент, мои дорогие. И нет смысла что-то додумывать. О себе нужно знать что-либо наверняка. Обратись к врачам, специалистам, пройди обследование или у кого-то стоматолог. Не откладывай себя на потом. Поэтому будьте в эту неделю, как будто, знаете, вам какие-то подсказки могут приходить, как тонкий нюанс извне. Или вот мы по здоровью, что-то беспокоит. И не один день, а может быть это уже несколько месяцев тому назад. А вы все думаете, либо пройдет, либо как-то произойдут какие-то перемены, потом вот я этим займусь. Нет, вот чего-то не откладывайте на потом, а именно нужно, пусть первые какие-то шаги осторожные сделать именно сейчас. Карта совет. Вот эта карта – это карта сдачи экзамена. Так вот в целом. И у кого-то это банально может быть, как вы сдаете экзамены, и прежний какой-то ваш период жизни, статус, он будет изменен на совершенно новый. Учеба закончилась, вы были студент, допустим, и теперь вы молодой специалист, новый специалист. По этой карте это может быть не обязательно учебное заведение, это могут быть и какие-то курсы, и карта тогда говорит, эти знания в последующем вы переложите на практику и сумеете заработать деньги. По этой карте новые возможности через получение должности. По этой карте жизненный экзамен, мои дорогие. Тут действительно какой-то момент перехода. И в этот момент перехода нас может словно штормить. Мы можем чувствовать в некоторых вопросах неуверенность, и это нормально. Нам еще предстоит что-то, в совершенно новом контексте отстроить. И поэтому мы готовы учиться. И где-то карта совет так и говорит, ты сейчас где-то наблюдай, анализируй и пытайся просчитать что-то. Уделяй внимание действительно мелочам. Кто знает, может быть, какая-то новость, которая выглядит, незначительной для вас, может вполне стать очень хорошим продолжением лет на 10, на 20. Или то обстоятельство, которое может для вас открыться на этой неделе, тоже перед вами открывать какие-то новые возможности. И добавляя знания, у кого-то может быть, как вы изучаете языки или осваиваете вторую специальность. Тогда карта будет говорить: продолжай.
Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Терпение определенное присутствует на этой неделе. И я думаю, вашему знаку зодиака этого не занимать. Перекладывайте на себя, мои дорогие девы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.